Всем привет, друзья! Сегодня тема моего видео о меняющемся мировом порядке и стоит ли нам ждать краха американского доллара. Жизнь каждой страны протекает циклично. Каждый цикл мировой резервной валюты длится 100 лет, ну там плюс-минус. Также и американский доллар не всегда был мировой резервной валютой. До того, как Америка взяла на себя этот статус, до нее были другие страны, которые сохраняли статус мировой резервной валюты. Это, например, Голландия, потом была Франция, затем Великобритания, ну и с 1920 года стала Америка. Получается, что доллар составляет статус мировой резервной валюты уже более 100 лет. Что такое мировая резервная валюта? Это валюта, в которой страны хранят резервы этой валюты и используют ее в международных расчетах. Но это так вкратце. Самое важное. Расцвет и падение всех империй происходило по одному сценарию. Получается, что все идет это по циклам. Начинается подъем, потом следует расцвет и падение. Запуск после каждого нового цикла начинается после крупного конфликта, чаще всего войны. Например, Голландская империя пришла в упадок после войны с Великобританией и другими европейскими странами. Великобритания также пришла в упадок после войны с Германией. Ну а США приняли на себя этот статус после Бреттон-Вудского соглашения, которое привязало все мировые валюты к доллару США. Но в 1971 году случилось историческое событие. Это ситуация, после которой одни назвали мировым обманом, а другие умной политикой. США печатало много денег, и люди поняли, что творится что-то неладное, и пошли обменивать свои бумажки на золото. Деньги тогда были в виде чековой книжки, где можно было этот чек обменять на золото. Но золото было меньше, чем напечатанных денег. И вот американцы поняли, что золота на всех не хватит, и президент США Ричард Никсон подписал указ об отмене привязки доллара к золоту, что означало окончание золотого стандарта. Итак, после войны страны-победители выбирают новую резервную валюту. И в этот момент никто не хочет бросать вызов новым победителям, то есть новой власти. Происходит процветание. Наращиваются торговые обороты через валюту страны, чьей была признана мировая резервная валюта. И постепенно раздувается экономический пузырь. Деньги внутри страны распределяются неравномерно. Разрыв между богатыми и бедными увеличивается, финансовый пузырь лопается, начинается вброс новых денег, то есть печатаются новые деньги, и что вызывает недовольство народа. И это может спровоцировать революцию и распределение богатства мирным или насильственным путем. В это время силы страны направлены на разрешение внутреннего конфликта. И в это время страна становится уязвимой на международной арене. И вот в это время другие процветающие страны становятся достаточно сильными и могут бросить вызов доминирующей стране. И возникают международные конфликты. Война приносит новых победителей и проигравших. Устанавливается новый мировой порядок, и цикл запускается заново. Также и сейчас США тратят больше денег, чем зарабатывают. И народу это не нравится. И другие некоторые страны уже отказываются от доллара. Скорее всего, новой мировой резервной валютой будет юань. Но на реализацию этого времени потребуется примерно где-то от 10 до 20 лет. Как это и происходило раньше. Во время падения империи, старой империи, и возникновения новой, между ними, чтобы перейти от старой мировой резервной валюты на новую, требуется от 10 до 20 лет. И неизвестно, доживем ли мы до этого времени, когда новой мировой резервной валютой будет юань. И вот сейчас нет никакого смысла говорить о том, что доллар уйдет с рынка. Также не стоит забывать о том,
что доллар США до сих пор является самой главной мировой резервной валютой. Сейчас ни одной стране не выгодно переходить на новую резервную валюту, ведь если отказаться от доллара сразу, то это будет нести огромные финансовые проблемы во всех экономиках мира. Это сейчас невыгодно ни одной стране. Но также знайте, что доля американского доллара на международной арене становится хоть немного, но меньше. Поэтому стоит диверсифицировать свой портфель между валютами. Итак, ребята, рассказал я вам про меняющийся мировой порядок. Где-то я, может быть, что-то не договорил. Пишите это в комментариях. Будет очень интересно, потому что тема эта достаточно сложная. Я постарался разобрать ее и понятным языком рассказал вам. Надеюсь, вы все поняли. Ждите следующих выпусков. Также подписывайтесь на мой YouTube канал. Ставьте лайк, колокольчик, на мой телеграм-канал тоже подписывайтесь. Всем до свидания, всем пока!